Тут, конечно, невероятно красиво. Это, пожалуй, будет самый идеальный пляж на территории Хуахина с чистой водичкой. Сейчас мы зашли именно по паспорту, хотели без комиссии, не через банкомат снять деньги. Мужчина взялся меня проводить до Будды. Надеюсь, мне ничего не угрожает. Сюда пошли. Всем привет! Вы на канале Кочевники, и мы по-прежнему продолжаем показывать вам Хуахин. Сейчас зайдем в одно место, проверить карту UnionPay, а также забежим на фудкорт. Торговый центр называется Blue Port Huahin Resort Mall. Обзор мы его уже делать не будем, тут стандартно все как и в Централ фестивалях. И фудкорт тоже оформлен такой интересной стилистики, сидишь как будто бы где-то под водой. Смотрите, что удобно. В этом торговом центре есть такие вот комбо-наборы. Можно том-ям с рисом и омлетом всего 85 бат. Также мой любимый том-ка с рисом и омлетом тоже 85 бат. Это, конечно, удивительные цены по сравнению там с другими провинциями. Можно первое и второе заказать всего за 85 бат. Ну да, есть другие супы. Вот видите, грин-карри. Вот этот вот суп кисло-сладкий. И еще острый карри. Вот этот вот. Да, с лапками. Тайки очень любят. Смотрите, какие большие порции. Смотрите, какой наваристый просто том-ям. Но он, конечно, все-таки острый, но не настолько, что его есть невозможно. Прям тут видно, что тут сливки. И прям он, конечно, безумно вкусный. И креветочки здесь, все как надо. А у меня просто вкуснятина, он такой наваристый. Вот прям то, что нужно. Смотрите, какими креветками. Повторюсь, это всего 85 бат. Ну что, мы попробовали все-таки, как у нас спрашивали наши подписчики, чтобы мы по карте UnionPay, у нас карта UnionPay от банка Солидарность. Сейчас мы зашли именно по паспорту, хотели без комиссии, не через банкомат снять деньги. К сожалению, Бангкок банк, Пунктри банк и еще Косикорн банк все сказали, что именно UnionPay они не выдают наличные. Можно это снять только через банкомат. Но это, конечно же, будет комиссия 220 бат. Но мы спросили, дело в том, что у нас она не именная, она говорит, нет, можно снять только Visa и MasterCard. UnionPay это только нужно идти в специальный банкомат. Мы до этого снимали деньги с этой карты только при помощи банкоматов. У нас есть видео про это. Также мы писали в нашем телеграм-канале относительно того, с какой комиссией мы сняли. Что поделать, будем снимать только через банкоматы. Что еще меня удивляет, что в торговых центрах Хуахина есть вот такие вот рабочие зоны, где какой-нибудь удаленщик, да, может прийти спокойно. Есть розетки, есть такие рабочие места. Садишься куда тебе удобно и работаешь. Это прям вообще здорово и классно. Еще немного из повседневной жизни. Это наш кондо. И вот мы нашли кафе прямо напротив нашего кондо. Меню, как всегда, было в таком виде. Мы кое-как наполовину тайском, наполовину английском договорились на патсию с креветками. Мы показали, что нам нужны вот такие креветки. Тайка, улыбаясь, нам сказала окей, кивнула головой. Ну и вот такая вот кафешка. То есть это место чем удобно, что рядом находится Макро. И также там буквально 2-3 кафешки, ну, на расстоянии 500 метров. И 7-Eleven, да, буквально там 100 метров. Поэтому, ну, вот даже такой городок, в принципе, не очень большой, и то можно очень легко найти какие-то вещи, которые необходимы каждый день. Ну и как всегда мы сидим, на нас направили вентилятор. Это очень удобно. Вот Тайка. Hello. Очень приветливые тайцы. Это всегда хочется сразу улыбаться и хорошее настроение, даже если с утра его особо и не было. Вот наш патсию готов. Выглядит очень даже симпатично. Сейчас Маша попробует и скажет, как ей на вкус. Вкусно, как всегда. В общем, советуем не пренебрегать тайской кухней, потому что вы потеряете прям очень и очень много всего. Ну что, вот мы и доехали до самого отдаленного пляжа от Хуахина, но Маша сказала, что он самый чистый, самый красивый и самый такой уединенный, да?
Но тут что-то людей многовато по первому такому взгляду. Но да, пляжик такой вроде как чистый, аккуратный. Но сейчас, скорее всего, будет не объективно, показав такие волны. Хотя вон там мужчина какой-то на круге купается. И практически никто не купается, кроме этого мужчины. А вообще последние 2 дня пришел какой-то шторм. Пляжик такой достаточно маленький, знаете, по тому, как мы сюда добирались, там по проселочным дорогам. И то, что я тут вижу... О, ничего себе! Волна чуть не сбила меня. И то, что я вижу вот по краям, какие красивые тут горы, вон там еще какой-то камень большой торчит. Ощущение, как будто находишься где-то там на секретном пляже или Рок-Бич на Самуи есть. Вот что-то среднее между ними. Ну и так как сегодня суббота, видно, что очень много местных тайцев, они, как правило, любят приезжать на пляж, причем всегда в одежде. Даже если купаются, тоже в одежде. Тут, конечно, невероятно красиво. Этот пляж, он находится рядом с скалой Као-Тао. Там же находится одноименный храм и статуя Золотого Будды. Вот можно отсюда даже немножко увидеть. Помимо этого пляжа здесь есть еще один, называется Сай-Яй. Он где-то тут совсем рядом находится. Он примерно такой же, маленький и ограниченный вот этими вот скалами. И, видимо, за счет этого он достаточно чистый, потому что даже несмотря на то, что такие достаточно большие волны, вода очень-очень чистая. Поэтому если прийти сюда в погоду без сильного ветра, как сегодня, то я уверена, что тут будет идеальная водичка для того, чтобы искупаться спокойно и не думать о том, что тебя какая-нибудь волна очень сильно накроет. Прямо за вот этой горой находится еще один огромный пляж Хуахина, который называется Као-Тао. И, может быть, сейчас тоже на него съездим и посмотрим, как отличается водичка здесь и там. Вода наитеплейшая, но волны, конечно, просто нереальные. Причем заходишь и прям сразу глубоко. Вот буквально вот чуть-чуть прошел, уже по пояс, а еще шаг сделал, уже по плечи. Ну вот, если у вас есть такой надувной матрасик, то берите, если вдруг волны, как сегодня. Да, человек, у которого стрессоустойчивость на 10 уровне из 10. Отличительная особенность этого пляжа, что тут нет огромного количества всяких отелей. Вот, видите, какая-то арка, и вокруг зелень, зелень, зелень. И то же самое и по ту сторону, откуда мы пришли, там тоже вообще ничего нет, вот просто зелень. Если еще вот убрать людей, то получится прям такой дикий пляж безлюдный. И еще хотим показать, почему именно сюда приезжают тайцы с фотоаппаратами. Сейчас как раз вам и покажем. Ну и, к сожалению, видите, тут песочек не белый, как мука, а такой, как у нас на Финском заливе. И вот та самая особенность, видите, такая, как русалка и какой-то такой Нептун. Возможно, это какие-то тайские боги воды, возможно, это мои догадки, это не на 100%. И видно, что уже у русалочки кто-то оторвал хвост, к сожалению. А так вообще прикольно, можно сфотографироваться, будет очень даже неплохо. И отсюда открывается такой очень живописный вид. Ну и вот, тайцы фотографируются вовсю, тут прям место для фотографий. А это, пожалуй, будет самый идеальный пляж на территории Хуахина с чистой водичкой. Но, как видите, с волнами, но это, видимо, только сегодня. Поэтому, если вы хотите идеально чистую водичку, то лучше всего селиться поближе к этому пляжу. Единственное, конечно, это то, что он находится немного далековато от самого города Хуахин. То есть мы ехали, ну не знаю, наверное, полчаса, и такая дорога была немного утомительная, потому что очень много всяких ответвлений. Если вы тут поселитесь и вам не нужно там будет ездить в Хуахин, то это очень неплохое место для релаксации. Видите, этот пляж подойдет даже для любителей шезлонгов, и тут можно что-то сесть и заказать. Скатерть состоит из меню. Я такой впервые вижу. И еще что хотел показать, и что не совсем понимаю в Таиланде, это то, что котики, видите, на такой цепи привязаны. Не хочет с нами общаться, но вот как-то вот так вот. Но мы едем дальше. Коротко о дороге, по которой мы едем на этот пляж.
Ну вот, добрались и Као-Тао пляж. Тут можно увидеть такие вот беседки, я так понимаю, там можно что-то перекусить. И выходим на сам пляж. Уже приехали, можно сказать, так под закат. Но можно увидеть, какой он все-таки безграничный. То есть там километра, наверное, 3-4. Очень огромный. Можно увидеть, как далеко находится от нас Хуахин. Большие здания, то есть отсюда их даже практически не видно. Это вот такое вот расстояние. Сейчас такой большой отлив. И отсюда можно увидеть такие золотые Будды. Видите, один сидячий Будда, второй стоячий Будда. Мы с Машей разделились, она пошла снимать как раз таки про этих Будд. Вот ко мне собака упитанная бежит. Привет. Маша побежала туда снимать, чтобы все успеть. Там, кстати, очень так симпатично отсюда видно, что там такой подъем, спуск. А я пошел на пляж. Этот пляж пользуется таким большим спросом, потому что сюда намного проще добраться. Насколько я понял, сюда даже какие-то таксишки ходят, но точно вам не скажу, потому что мы приехали на байке. И тут уже можно увидеть, что тут есть жилье. То есть там какие-то домики, там домики можно снять. И с той стороны такие довольно неплохие домики. Стоит, видно, не бюджетно, но если дальше пройти, мы уж туда не будем идти. Там, видно, какие-то барчики есть пляжные, а также, скорее всего, и жилье. Сегодня такой невероятный вид создают вот эти вот облака. Завтра будет сильнейший дождь. Мы это вот узнали буквально 3 часа назад и просто спохватились, бросили все свои дела, сели на байк и вот приехали сюда, чтобы показать эти два пляжа. Потому что завтра, послезавтра будет дождь, а мы уже там через 2-3 дня уезжаем. И если мы не покажем это место, то, мне кажется, будет неполная картина про Хуахин, про пляжи. Потому что в самом Хуахине есть основной пляж, это Хуахин-Бич. В принципе, там можно покупаться. Но вы видели, что там вокруг огромное количество разных отелей, домов, ну и так. Если вас это немного напрягает, вы любите какую-то такую экзотику, любите природу, ну, в принципе, как мы с Машей, наверное, лучше приехать сюда, если тем более у вас есть собственный транспорт. Советуем приехать сюда на целый день, там, приехать в 10-11, посмотреть этот пляж, съездить на тот пляж. А также сходить вот на этих золотых Будд. Проведете целый день, можно сказать, так увлекательно и насладитесь красотой вот Таиланда. Ну, наверное, будет не совсем объективно, если сейчас буду говорить про чистоту этого пляжа, потому что, опять повторюсь, сегодня сильнейшие волны. Ну, то, что я сейчас вижу, тут довольно чисто. А уж дальше заходить и смотреть не буду, потому что вода баламутится и, ну, она все равно не будет такая кристально чистая, как в ясную погоду. Я прошел совсем чуть-чуть вот по правую сторону. Тут можно увидеть такие барчики симпатичные. Еще такое удивительное здание 8-этажное. Это, я так понимаю, отель. Такое ощущение, что земля тут стоила очень дорого. И купили там, не знаю, каких-то 10 квадратных метров. Построили вот такое вот немного странное здание. Это единственная такая высотка вдоль этого пляжа. Честно говоря, так немного портит этот пляж. Без него было бы как-то намного интересней. Это все равно, что где-то на Пангане поставили бы такой дом. Это бы смотрелось немного нелепо. Рядом можно увидеть такие вот пальмы, все такое прям тропическое. И, конечно же, тайские лодки. Традиционные тайские лодки для ловли различных морепродуктов. Еще хочу добавить, что этот пляж меня вот напоминает что-то из балийского. Там вот всякие Бату-Билонг, Кату, вот там Индийский океан. И, ну, 90% всех пляжей Бали, они выглядят вот таким вот образом. Очень большой такой серо-коричневый пляж. Ну, конечно, волны на некоторых пляжах Бали побольше. Но Бали у нас еще впереди. На этой зимовке мы поедем еще и на Бали. Поэтому имейте это в виду. Нравятся вот такие вот домики, которые находятся прямо рядом с пляжем. Такие аккуратные, цивильные, видите, двухэтажные. С такой вот достаточно большой верандой. Можно и снизу, и сверху посидеть. Наверняка там где-то есть бассейн. Конечно, вот такой бы домик купить. Ну, это как дача, да? Сюда приезжать там на 2-3 месяца, просто наслаждаться природой. Это, конечно, было бы идеально. Вот местный такой бич-бар, где можно посидеть, там, по-моему, даже потанцевать для любителей каких-то активностей. Ну и, конечно же, фотографии для Инстаграма в лодке. Куда без них. А где-то там сейчас находится Маша, и сейчас она покажет то, что увидела. Смотрим. Сейчас поднимемся к Будде, вон он там находится. Это хатей, которому можно
монетку кинуть в пузико, и будет благосостояние. Так, поднимаемся дальше. Что ты гавкаешь? А? Рассказывай. И здесь вот такие вот скульптуры. О, вот здесь, смотрите, какая красивая статуя Будды. Только посмотрите, какая здесь красота. Здесь монах буддийский. И здесь какие-то важные фигуры города Хуахин. И невероятно красивый вид на закат, который сейчас скоро случится. Мне сказали, что идти вот по вот этим ступенькам дальше наверх, и я увижу статую Будды. Надеюсь, что собак больше не будет. Вот здесь вот еще одна статуя, видно ее как раз таки немножко. Очень какое-то красивое место. Здесь вид на весь пляж Као-Тау. Так понимаю, что это богиня милосердия. Сказали Good Inn. Вон там вот еще виднеется голова Будды. Возможно, я успею. И вот здесь вот вам еще раз покажу просто невероятнейший вид. Посмотрите. Вон там вот озеро. И вон там вот есть тоже какая-то небольшая беседка прямо посерединке острова. И, собственно, этот пляж Као-Тау. Здесь вот видно, какие сегодня невероятные волны. И вот здесь вот маленькая речушечка. Что, попробуем сейчас добраться до статуи Будды. Посмотрите, здесь такие штучки в виде лотосов. Очень красиво сделано. И вот здесь вот различные как раз божества. Мужчина взялся меня проводить до Будды. Здесь ничего не угрожает. И вот так вот можно прийти к Будде. Что-то мне кажется, что я прям сюда пошла. Короче, по такому странному пути я иду. Это Будда. Я очень надеюсь, что я... дойду. На самом деле, приключение нашла себе. Как говорится, иду непонятно где, непонятно с кем. О, very good. Я все-таки дошла до Будды. Было, конечно, очень страшно. Я это сделала. Вот, посмотрите, я вышла на вот такую площадочку. Как вы видели, огромный Будда, которого видно вообще везде. И здесь просто какой-то сумасшедший вид. Вот эта вот гора, это вот как раз мы были там недавно. И вот здесь вот виден абсолютно весь пляж Као-Тау и парочку островочков. И вот здесь вот еще огромный величественный Будда стоит, которого видно в самом низу. Вы его уже видели. Так, мы опять пошли каким-то коротким путем. И сейчас тут будет немножко, наверное, получше, потому что спускаться тут, конечно, очень долго. Постоянно говорит что-то на тайском, я ничего не понимаю. Вот по таким ступенькам идем. Кстати, в принципе, понятно. What? Yes. Спрашивает из России. Здесь тайцы все знают, где какие ступенечки, особенно, видимо, те, кто тут работает. И дальше уже абсолютно нормальные ступеньки. Вот здесь, смотрите, мы выходим в невероятное место. Здесь вот статуя фиолетового какого-то осла, какого-то божества. Что-то еще не достроено. Вон, посмотрите. И, собственно, красиво так. Мужчина прям молодец, провел меня везде. Надеюсь, все со мной будет в порядке. Здесь вот еще одна статуя. И дальше по пляж Као-Тау. Собственно, отсюда я где-то и пришла. А вот здесь вот есть еще вот такой красивейший храм. И вот посмотрите, какой здесь вид. Просто вот здесь вот статуя собаки, если можно увидеть.
вот здесь вот уже дальше идет пляж, вон там вот лодочки красивейшие. И вот оттуда я, собственно, пришла. Вот мужчина мне помог, а вот здесь вот такой котик. Ой. Сейчас было что-то такое невероятное. Я пошла в храм одна, добиралась туда с человеком, который, видимо, тут работает или живет, судя по тому, что там собачка была его и кошечка, которые его очень радостно приветствовали, он тут живет. И он меня провел по абсолютно всему храму и показал все главные достопримечательности, которые там есть. И пофоткал меня еще вдобавок. Я это, конечно же, не успела снять. Это было прям как-то очень здорово. И вот там вот закат. Такая просто красота невероятная. Смотрите, как тут красиво на закате, прям невероятно. Ну и тут такая небольшая деревушка, и, насколько я понял, тут очень много таких рыбных магазинчиков, где можно сразу же купить и вам приготовят. Ну и вот сама набережная, вдоль которой, видите, можно походить, покататься, побегать, все что угодно можете сделать. Это, конечно, очень здорово. Ну и вот сама та беседка красивейшая, с невероятным закатом. Красота! Спасибо всем за просмотр видео. Если оно было интересно и полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!